Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие подставки под пасхальные яйца в виде цветочков. Давайте рассмотрим их поближе. Для их вязания нам потребуются нитки двух цветов. Я связала зеленые листики и розовые, белые сами цветы, подставочки. Но вы можете сделать их в своем цвете, подходящем под ваш интерьер. Смотря как вы будете украшать яйца. Вязать их очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Ряд за рядом, шаг за шагом. Если вам нравятся такие подставочки, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Я связала еще одну подставку, но пока ее не блокировала. И как мы понимаем, чтобы они имели вот такой вид, нужно сделать обязательно блокировку. Я делала при помощи клея ПВА. Также это можно сделать и крахмалом. Так. Также делала вот такие яйца из папье-маше. Как я их делала, можно посмотреть в предыдущем видео, где мы с вами вязали вместе подставки зайчики. Я там рассказываю, как я делала такие яйца. Буду их также украшать, и можно их также использовать для декора праздничного стола. Раскрасить, чем-то украсить, но это уже на усмотрение мастерицы. Так, что нам понадобится? Из каких ниток вязала эти подставочки я? Вот у меня нитки трех цветов: белые, зеленые, ну и розовые. Розовые у меня уже закончились. Просто хочу вот на этом мотке показать. Это нитки пион. Из них я вязать не буду, но так как этикетка у меня на этом моточке, вот это хлопок 70%, 30% вискоза. Какая толщина нити, вот видите сами на этикетке. Нитки комбината имени Кирова, пион. Но я буду использовать вот эти два моточка сейчас для вязания. Крючком буду вязать 1,5 миллиметра. Давайте сразу скажу про размер, какой получается. Вот диаметр донышка по крайним точкам 9 сантиметров. Ну и высоту 3,5-3. Если вот отвернуть, то пониже лепесточки. Если вверх поднять, будет повыше подставочка. Но это кому как нравится. Придавала форму круглую им при помощи стаканчика. Итак, это мы пока уберем, чтобы нам не мешало и не отвлекало. Берем нитки зеленого цвета, делаем начальную петлю, набираем 6 воздушных: 1, 2, 3, 4, 5, 6, замыкаем в кольцо, первую воздушную петлю соединительным столбиком и вяжем первый ряд. 3 воздушные петли: 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид, хвостик сразу мы обвязываем, в кольцо провязываем 15 столбиков с накидом. Итого получится 16 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Третий столбик, четвертый. Давайте провяжем эти столбики самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали 16 столбиков и соединяем вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Хвостик мы сразу обрежем, чтобы он нам не мешался. Мы его обвязали, никуда не денется. Так, вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные, 1,
2, накид, следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные арка, столбик с накидом, в следующий столбик, 2 воздушные. Продолжаем вязать по рисунку. У нас получится 16 столбиков с накидом и 16 арок из 2 воздушных петель. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид. Сюда же в эту арку провязываем еще один столбик с накидом, 3 воздушные арка, 1, 2, 3, накид. И сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, накид, пропускаем арку в следующую, 2 столбика с накидом, 3 воздушные и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку. Провязали. Одна воздушная петля, пропускаем арочку и под следующую провязываем такую же комбинацию из 4 столбиков, посередине арка из 3 воздушных. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последний столбик с накидом, и теперь вместо арки из 1 воздушной петли делаем столбик без накида в 3-ю воздушную петлю подъема. Таким образом формируем арку. 3-й ряд у нас готов. У нас получилось 8 вот таких лепестков. Вяжем 4-й ряд, накид. В следующую арку из 3 воздушных провязываем 4 столбика с накидом. Теперь делаем пико из 2 воздушных, 1, 2, 2 воздушные, и соединяем вершину последнего столбика соединительной петлей. Сформировали пико, и в эту же арку провязываем еще 4 столбика с накидом. Итого 8 столбиков у нас в этой арке провязано. Посередине пико из 2 воздушных. Так, теперь в следующую арочку из 1 воздушной столбик без накида, накид. В следующую арку провязываем такой же лепесток из 8 столбиков посередине пико. Давайте провяжем остальные лепестки самостоятельно и встретимся. Выполнили последний лепесток, и теперь соединяем вершину столбика без накида, которым мы формировали арочку предыдущего ряда. Все, соединили, нитку закрепляем, отрезаем. Основа нашей подставки готова. При блокировке мы будем фиксировать за пико, за каждое. Так, спрячем сейчас хвостик нитки. Приступаем теперь к провязыванию цветочка. Я беру нитки белого цвета. Это у нас лицевая сторона, она у нас смотрит наверх. Вставляем крючок
под арку из 2 воздушных петель. Вот свободная арочка. Перекидываем хвостик поверх рабочей нити. Все, прикрепили нитку. И в эту же арку провяжем еще столбик без накида. И вяжем первый ряд вот этой корзиночки, подставочки. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Листики мы отгибаем пока вниз и будем провязывать за арки. Вот второй ряд у нас, столбики второго ряда основания. Вот у нас лепесток, 2 столбика с накидом и еще 2 столбика. И вот между ними заводим крючок также в арку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку из 2 воздушных петель также столбик без накида. 3 воздушные. В следующую арку, вот на группе из 4 столбиков, между этими парами столбик без накида. Давайте посмотрим. Повнимательнее. Так, 3 воздушные. В следующую арку из 2 петель провязываем столбик без накида. Так, вяжем по кругу. У нас получится 16 арок из 3 воздушных и 16 столбиков без накида. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Первый ряд бортиков у нас готов. Вяжем второй ряд. Сейчас и хвостик мы вот этой нити новой обвяжем. Делаем соединительную петлю в следующую арку. Еще такой момент. Может быть, кому-нибудь понравится такой вариант. Вот один ряд на этой подставочке я сделала другим цветом. Также он хорошо подходит в мою коллекцию, поэтому, если есть желание, можно и комбинировать цвета на самом цветочке. Но я буду вязать сейчас однотонно. Так, соединили в другую арку и вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, хвостик не забываем обвязывать. В эту же арку столбик с накидом. Провязали 2 столбика, накид, переходим к следующей арке и в нее также провязываем 2 столбика с накидом, первый и второй. Накид, в следующую арку 2 столбика с накидом. Так, вяжем по кругу, в каждую арочку провязываем по 2 столбика с накидом. Провязали последний столбик с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 32 столбика с накидом. Вяжем 3-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Еще 2 воздушные арка, 1, 2. И теперь на следующих 2 столбиках нам надо связать сплит из 2 столбиков с накидом. Итак, сделали накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом не до конца. Закрыли накид. Накид. Вставляем крючок в следующий столбик и провязываем вторую ножку сплита. Столбик с накидом не до конца. Закрыли накид. 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили сплит из
2 столбиков с накидом, 2 воздушные петли арка, 1, 2, накид, и на следующих 2 столбиках также провязываем сплит. Первая ножка, накид, в следующий столбик вторая ножка, столбик с накидом не до конца, 3 петли, закрываем. Такой треугольничек, 2 воздушные арка. На следующих 2 столбиках также провязываем сплит. Так, вторая ножка, сплит готов, 2 воздушные. Все вяжем самостоятельно. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель, и нам нужно доделать сплит. Накид, первую ножку в следующий столбик провязываем, 2 петли на крючке, и теперь вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема, вытягиваем нить и протягиваем через все петли. Вот такой сплит. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, он у нас повторяет 3-й ряд основания. Итак, делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, накид, сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, 3 воздушные арка и еще 2 столбика с накидом сюда же под эту арку. Итого 4 столбика, посередине арочка из 3 воздушных. 1 воздушная петля, пропускаем арку, в следующую вяжем такую же комбинацию, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же. Одна воздушная, пропускаем арку, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом, и вместо арки из 1 воздушной петли делаем столбик без накида, вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема, формируем арку. 4-й ряд у нас готов. Вяжем последний 5-й ряд, накид, в следующую арку из 3 петель провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В следующую арочку из 1 воздушный столбик без накида. Вот, лепесток готов. Накид. В следующую арку из 3 петель также провязываем 6 столбиков с накидом. В следующую арку столбик без накида. Второй лепесток готов. Все вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. Итак, выполнили последний лепесток и соединяем вершину столбика без накида предыдущего ряда, которым мы формировали арочку. Все, наша подставка связана. Сейчас спрячем хвостик нити и ставим нашу подставку на блокировку. От того, как мы красиво и ровненько ее выполним, так и будет смотреться наша подставочка. Какую форму мы ей придадим.
Вот такие подставки у нас с вами должны получиться после блокировки. Твердые, жесткие. Ждем до полного высыхания, даже пересыхания. И эти подставочки будут такие же красивые, удобные, интересные. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такие очаровательные цветы крючком. Пасхальный декор. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!